те редкие моменты, когда я не нахожусь в экспедициях, я начинаю скучать по горам. Я беру свой ноутбук, открываю Google и начинаю писать, вбивать в поиск топ лучших фильмов о восхождениях или топ лучших фильмов об альпинизме. И, друзья, сейчас я хочу поделиться с вами своим списком, своими рекомендациями и дать небольшие ревьюшки на 7 самых интересных фильмов про горы и про восхождения, которые меня чем-то зацепили. Сразу сделаю небольшую ремарку. Всегда, когда я смотрю фильм, я понимаю, что я смотрю фильм, и я не сильно придираюсь к каким-то киноляпам или там, если они неправильно используют снаряжение или заведомо, что-то. Короче, я делаю поблажку, потому что это кино и просто наслаждаюсь картиной. Первый фильм, которым хочу поделиться, это «Эверест». Если вдруг кто-то его не видел, всем рекомендую к просмотру. Привет, я Бэк. Даг Хансен. Что делаешь в свободное от гор время? Разношу почту. Будешь первым почтальоном на Эвересте? Надеюсь. Ха, круто. Я знаю, опыта у всех собравшихся в избытке, иначе бы вас тут не было. Но Эверест – самое опасное место на Земле. «Эверест» — это фильм, который рассказывает о самой масштабной трагедии на склонах, собственно, Эвереста, которая произошла в 1996 году. Главными героями фильма выступают Анатолий Букреев, Роб Холл, Скотт Фишер. Это коммерческая экспедиция, это работа гида на горе, это взаимоотношения между гидом и между клиентом. И это история о большой трагедии, наверное, поучительная, особенно интересна мне, потому что, собственно, мы тоже работаем с клиентами на вершинах, в том числе и на Эвересте. Не буду сильно раскрывать спойлеры, кто не смотрел, рекомендую к просмотру. На моем личном опыте именно фильм «Эверест» сподвиг многих наших участников и к первому походу в горы, и к первому трекингу к Эвересту. И очень интересно на самом деле проходить трекинг и потом смотреть фильм и замечать такие знакомые картинки. О, я тут проходил возле моста Хиллари, о, эта улочка мне знакомая в Намче-Базаре, а эти пейзажи я там видел где-то на подходах к базовому лагерю Эвереста. Поэтому смотрите фильм «Эверест», идите в трекинг в Базлагу и наслаждайтесь картинками, которые видели в кино. Второй фильм — это К2 «Предельная высота». Пожалуй, этот фильм для меня стал уже классикой, видела его несколько раз. Здесь есть и юмор, и отношения, сложные отношения семейные, отношения между женой и мужем, и сложность выбора между экспедицией и семьей, сложность и проверка дружественных отношений, когда до вершины остается буквально один переход, и как тут не бросить друга, который плохо себя чувствует, не сходить на вершину, о которой ты так долго мечтал. В общем, прикольный фильм, тоже снят с юмором и тоже мне нравится, тоже рекомендую к просмотру. Третий фильм — это «Шерпа». Документальный фильм, снятый на основе событий в 2014 году. В этом году на ледопад Кхумбу сошла большая лавина и засыпала 16 шерпов. Сам фильм, конечно, предыдущим уступает по картинке, но для истинных любителей Гималаев и для тех, кто хочет больше узнать о шерпах, об их жизни, я его все же рекомендую. В нем показаны такие вопросы, как обесценивание работы шерпов, вечная проблема того, что вся слава достается западным восходителям, а шерпы остаются как бы в тени. На самом деле я считаю, что последние годы это не так, и шерпы весьма сильно выходят на мировую арену, и все знают уже о шерпах. Даже о том же Нимсдае, собственно, интервью с которым мы тоже записали, который сходил на 14 восьмитысячников за 6 месяцев и 6 дней, когда предыдущий рекорд скорости был 7 лет и 10 месяцев. То есть он его ускорил на 7 лет. В общем, кому интересно про шерпов, смотрим фильм «Шерпа» 2015 года. Еще один фильм 2015 года, он называется «Гималаи». Этот фильм сильно рекомендовал один из участников нашего трекинга к Эвересту в марте 2020 года, когда мы застряли во время карантина в Непале на 2 недели и сидели там безвылазно в отеле. Вечерами мы пересматривали все фильмы.
Гималаи стал для меня открытием. Это южнокорейский фильм. Этот фильм снят просто с отличным юмором. Очень прикольно показали тренировки восходителей к будущим вершинам. О двух парнях, которые хотели попасть в сборную альпинизма страны. Их не хотели брать, потому что не хватало опыта. Собственно, как они тренировались, как они попали в сборную, как один из них потом стал капитаном. Еще этот фильм о бессмысленной гибели, о бессмысленном романтизме, когда там люди идут за телом, чтобы снять своего товарища с вершины и сами погибают. Я лично считаю, что если вы уж, если кто-то там погиб на вершине и остался, он уже не живой, то рисковать жизнями живых ради того, чтобы снести тело, это неправильно, как по мне. Лучше пускай все останутся жить. А как вы, кстати, думаете, стоит ли рисковать жизнями ради того, чтобы спустить тело погибшего? Напишите тут внизу в комментариях. О чем еще фильм? Фильм о 16 вершинах. Да, правильно, о 16, а не о 14. Дело в том, что многие горы имеют несколько вершин, но в общепринятой классификации засчитывается всего 14. А на самом деле тех гор, которые можно было бы назвать восьмитысячниками, есть намного больше. В частности, в этом фильме, по-моему, обсуждается еще вершина Лхотзе-Шар, это вторая вершина Лхотзе, и еще одна из вершин Канченджанги. Да, кстати, отмечу еще одну важную штуку по фильме «Гималаи», в том, что есть два перевода, и мы смотрели в плохом переводе, постарайтесь подобрать получше, чтобы не портить впечатление о фильме. Еще один фильм, который можно назвать классикой, это «Северная стена». Это об восхождении на одну из самых знаменитых стен Альп, стену Эйгера. О восхождении в Андах на шеститысячник Сеула-Гранде. Я его смотрел очень давно, но до сих пор у меня застряла картинка в голове, как замерзшими, там уже не гнущимися руками альпинист пытался перекинуть веревку через карабин, пытался как-то маятником раскататься, и чтобы спастись, до спасения оставалось буквально там 2-3 метра, но у него это получилось или не получилось, вы уже увидите в фильме. И перейдем к моему фавориту. Это 6-й фильм в списке рекомендаций. Это фильм «Касаясь пустоты». Двойка в связке полезла на новую для себя высоту, на новую для себя вершину. Фильм о сложных решениях, фильм о единственно верных решениях, о такой неимоверной жажде жизни, когда, не знаю, там с переломанной ногой ты ползешь десятки километров среди ледопада. В общем, фильм, который заставляет каждого, наверное, проронить слезу. И каждый раз, когда я смотрю его, я переживаю эту картину заново. Седьмым же добавлю фильм «Меру». I always wondered how I was gonna die, and now I know. Meru is the culmination of all I've done, and all I've wanted to do is this peak and this climb. Conrad's reputation among climbers is flawless. I only go on expeditions with people that I know and that I trust. As a team, you're the sum total of all your experience. I had heard about Renan. I knew he was strong enough. When we got there and I looked up at the mountain, I didn't know what we were getting into. Этот фильм я еще не посмотрел, но просто очень много людей мне его рекомендовали. Я себе поставил список обязательного просмотра, но никак у меня не дойдут руки к нему. В общем, фильм «Меру» тоже рекомендую, благодаря рекомендациям всех моих друзей, которые тоже смотрели уже там десяток фильмов про горы и про восхождение. Друзья, это был мой список фильмов, вы можете добавлять свои рекомендации в комментариях, и всем приятного просмотра. Ну и конечно, до встречи в горах, и если в горы, то с кулуар.